Всем привет, с вами Владимир и прекраснейшего вам настроения. Как видите, у меня прекрасно завязанный галстук, бабочка. И сегодня я вам расскажу не о том, как завязать галстук-бабочку, а о том, как превратить ваш обычный стандартный галстук, не испортив его при этом, в галстук-бабочку. Давайте приступим. Итак, перед вами на столе бабочка, которую я только что снял с себя. Теперь я вытягиваю узел и спокойненько его развязываю. В принципе, вот сам галстук, он пригоден к носке в дальнейшем. Ну, конечно, ему нужно отлежаться, либо его нужно отгладить, чтобы он разровнялся после такой конфигурации. Очень часто хорошо сделать из того галстука, который вам визуально может быть изначально не очень, его можно трансформировать как раз таки в такой галстук-бабочку, и он может выглядеть на самом деле очень хорошо, тогда, когда в виде обычного галстука он не очень. И начнем, собственно, сам процесс формирования галстука-бабочки. Шаг первый. Вставляем широкую часть в то место, где у вас был бы обычно тонкий конец. Важно, чтобы зашли оба уголка, их подвернули аккуратненько, уложили. Теперь 15 сантиметров от края отступаем и заворачиваем галстук обратно. Можете сделать больше, можете сделать уже. Все зависит от того, какой галстук, бабочку, какого размера вы хотите получить. Классическая 15 сантиметров. Бывает и больше, бывает и меньше. Делаем третий подгиб, отступив где-то 2-4 мм от края. Возвращаем. И точно такой же подгиб, четвертый слой или второй двойной слой, как раз как у классической бабочки, возвращаем сюда. Теперь держим палец в центре и формируем из этой части сдвоенную. Вот такой вот хвостик сдвоенный галстука делаем. Стараемся в этот момент следить, чтобы вот эти вот части не убежали никуда. Делаем перехлест на лицевой стороне. Не утягиваем пока ничего, просто сделали перехлест и все. А теперь очень важный момент. Вам нужно сейчас сформировать петлю. Как правило, это вот по ходу движения. Но если вдруг, когда вы это сделали и немножко потянули, все начало собираться, значит все хорошо. Если же вы продвинете в другую сторону, у вас какая-то вот эта часть начнет убегать. Остановитесь, верните и по новой вденьте петлю, чтобы у вас получилась именно вот такая штуковина. Теперь мы немножечко утягиваем галстук. Здесь начинаем потихонечку формировать сразу нашу бабочку. У меня предыдущая бабочка была сдвоенная. Сдвоенная получается достаточно просто. То есть вам нужно в процессе утяжки следить, чтобы все было вот так. Сейчас я покажу, как сделать стройную бабочку. То есть когда у вас две петли. То есть сначала вам нужно сделать вот такой домик. Немножечко еще подтянуть. В этот момент, после того, как мы немножечко подтянули, не до конца затягивая, часть галстука вам нужно и вдеть под оставшуюся часть кончик под узел, который у нас уже есть. Дело в том, что потом, когда вы сформируете до конца, вам это сделать будет очень проблематично, и шейную петлю вы уже не сформируете как надо. А теперь можем спокойненько, сформировав сам базовый узел, все ставим по центру, да, и следите, чтобы вот эта вот часть была немножечко, буквально чуть-чуть, внахлёст сдвоенной полоски. Так, все выставили по центру и начинаем утягивать наш галстук, следя, чтобы все было здесь хорошо. Формируем наш узел, нашу бабочку. Ну вот, смотрите,
По-моему, получилось шикарно. Теперь я покажу, как это дело одевать. Чтобы показать до конца, как закрепляется узел, смотрите, вот оставшаяся часть утянутого узла, просто я ее закладываю за сам галстук. Так же, как это делается в привязке узла Элдридж, например, или троицы. Ну, то есть, когда вот остается у нас кусок, мы его просто заправляем спокойненько. И готовы к выходу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Владимир. Надеюсь, я помог вам выглядеть хорошо. Пока-пока.